Здорово, хлопцы, привет, девчата. С вами снова Пых, и сегодня будет очередное видео прогулки по Японии. Довольно я давно и не давал вам таких видео, меня просили недавно. Сегодня погуляем с вами по Токио, конкретно это район Уэна. Посмотрим оставшиеся осенние листочки, погуляем, насладимся видами Японии, Токио. Ну и немножко я буду болтать, хотя, наверное, постараюсь в этот раз особо не разговаривать. И оставляю все на ваш суд. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Поехали! Итак, хлопцы, девчата, сегодня у нас уже декабрь, последний месяц в этом году. И я еще раз напоминаю, я нахожусь в Уэна, район Уэна, парк Уэна. И позади меня был зоопарк Уэна, известный зоопарк. Но в него я не пойду, потому что до сих пор, несмотря на то, что сняли запреты, да, на посещение, на количество людей, купить билет на него сейчас невозможно. Покупать нужно в интернете, и билет разбирают довольно-таки быстро, что, конечно, является очень приятной вещью, ибо те, кто захотели попасть в зоопарк, например, в выходных, попасть так просто не могут. Ну, например, Диснейленд, да, с сегодняшнего дня вернулся к обычному режиму, теперь можно купить билет уже непосредственно перед входом в сам парк развлечения. Сегодня, кстати, довольно-таки прохладно. Я немножко ошибся с одеждой. На градуснике не поднимается больше 14 градусов. И сегодня с утра температура вроде как обещает вообще не будет подниматься. Довольно-таки холодно. И да, ошибся я с одеждой, конечно. Нужно было одеть, наверное, курточку. Но так как дом отсюда далеко, будем терпеть. Солнце бьет в глаз, поэтому нужно убегать в тень. Кстати, кто заметил, обратил внимание на дороги японские, то сейчас в последнее время довольно-таки много иностранных машин. В основном немецких, кстати. Volkswagen, BMW, Mercedes. Извините. Они в последнее время пользуются большой популярностью в Японии. Особенно Volkswagen, которые довольно-таки дешевые, да. Кстати, по рейтингу вроде бы самый низший получается, да, если говорить о Германии. Но в Японии довольно-таки популярные. В последнее время много японцев, кто покупает Volkswagen. Сегодня видео, наверное, будет, я думаю, наверное, минут так на 20-25, ну, может быть, 30. Я постараюсь не вырезать вообще ничего, чтобы было как есть. Кстати, есть, да, допустим, некоторые блогеры этим грешат, вырезают интересные моменты, можно сказать, да, как там ошибся, еще что-то. Я стараюсь это не делать. Вообще я стараюсь уделять мало внимания монтажу, потому что я люблю эти переходы, да, там какие-то эффекты, но резать видео очень долго и нудно, неделю, там, две, как делают некоторые, я не хочу, потому что, ну, это ненужное время. И тратить его, да, на монтаж я не считаю необходимым. Поэтому, наверное, я хочу купить себе обычную экшн-камеру, да, и снимать чисто с нее. Кстати, жена мне тоже сказала, говорит, снимай лучше с экшн, потому что это же интереснее, да, и проще, чем ходить с телефоном. Хотя снимает он довольно-таки неплохо. Кстати, вы видите, да? Вот он. Уэна Добуце. Уэна Зоу.
to prevent the spread of the coronavirus, we are currently restricting entry to advanced reservation venues. All guests are required to reserve. Когда-то давно я, наверное, показывал уже, да, вот эти местечки. Сегодня мы еще раз погуляем с них, потому что видео довольно-таки старое, и я думаю, никто уже его не смотрит, да и не будет смотреть. Может быть, только если когда-нибудь станут популярным. Поэтому сегодня мы пришли еще раз в данное место, погуляем, посмотрим. Дедушка кормил рыбок, по ходу дела. Но что-то рыбок я не увидел, кстати, сверху. Его просто мусор выкинул. Как-то недобро, наверное, посмотрел. Вот, кстати, место, да, которое является неприятным для иностранцев с таким ростом, потому что здесь я пройти не могу. Сейчас вот я вот ручку вытяну, да. Мне приходится очень сильно нагибаться, чтобы здесь проходить. Когда я здесь был в первый раз с женой, я реально ударился очень сильно головой. Значит, разговорился, посмотрел назад и врезался в потолок. Довольно-таки низко. Жена проходит свободно, у нее маленький рост. А мне пришлось очень сильно нагибаться. Вообще, иностранцы Японии, у которых высокий рост, порой часто попадают в неприятные ситуации. Это касаемо и электричек поездов, да, и автобусов, лифтов. А вот здесь, вы видите, можно покататься на удочках. Можно покататься. На лодке 500 йен, 30 минут. На уточке 800 йен, 30 минут. Вдвоем 700 йен. Ну, в принципе, не особо-то дорого. Но что-то катающихся пока нет. Да и холодно сегодня, думаю, вряд ли кто придет сегодня кататься. Вот он, лодочки. Когда-то давно я здесь катался, не с женой, с моей другой девушкой, бывшей девушкой. Довольно-таки интересно, кстати. И вообще, кстати, как свидание, да, покататься на лодке с девушкой, довольно-таки хорошая идея. Девушкам это нравится. По крайней мере, японцы, с которыми я встречался, не были против кататься на лодке здесь, да, или в другом парке, где это есть. В последнее время, кстати, да, немножко так поговорим о блогерах и о том, что я снимаю. Писали мне о том, что лучше снимай влог, это интересней, это лучше, иначе тебя никто смотреть не будет. Я не снимаю влог, хотя, наверное, это видео можно назвать в какой-то степени влогом, хотя лучше, наверное, прогулкой просто назвать. По той простой причине, что влог для меня не интересен сам по себе и показывает просто, как ты ходишь куда-то, да, с женой. Но это не то, ради чего я сменил тему на Японию и рассказываю вам о Японии. Я хочу, чтобы мои видео были вам полезны и на основе моего опыта позволили не совершать какие-то ошибки и наоборот были продуктивными, чтобы вы в последующем смогли улучшить себя чувствовать, например, в Японии. А вот перед вами камаме, чайка. Большое количество чаек, уточек.
Большое количество разных птиц. Если честно, я не особо знаток, как они называются. Но что-то сегодня их много. Обычно здесь не особо-то много их. Наверное, на кормежку пришли. Кстати, в данном случае, почему я еще не убираю, да, звук там не накладываю особо на видео. Вы слышите, да, на фоне, я думаю, настоящий японский язык. Поэтому, я думаю, это будет полезно. Слушайте, учите, запоминайте произношение, потому как очень часто то, что учат в школах, да, оно не есть прям, знаете, такое хорошее, чем хотелось бы. Так, впереди что-то снимает, пойдемте в другое место. Кстати, в последнее время, допустим, в Токио, да, часто я встречаю, когда идет пара пожилых фотографов и девушка, например, в кимоно, да, и фотографируются. Это, как я понимаю, есть типа как сервис, да, то есть вы одеваетесь в кимоно и вам делают большое количество красивых, естественно, фотографий, либо уже работа, то есть работа моделью, и эти фотографии, естественно, потом продаются. Красивая собачка была. Вот, кстати, видите, да, один момент, который я хотел как раз камеру. Сейчас бежит девушка. Вот такую камеру я хочу себе купить. Экшн камера. Маленькая, да, потому что вообще, когда садишься на поезд и пытаешься снять вот такой бандуры, как я снимаю, это не очень приятно многим японцам. Недавно, кстати, писали, да, мне о том, что придется, наверное, замазывать лица в видео. Что касаемо взрослых, да, лица можно не замазать, а вот касаемо детей, сейчас в Японии спорных моментов очень много. В Инстаграме, например, если вы выкладываете видео с ребенком, то всех детей, кроме своего, например, да, то нужно замазать лицо мозаикой, либо расплывчато делать, чтобы их видно не было. И это, конечно, мне кажется, бред, потому что, ну, видео же не для того, чтобы показать детей. И, конечно, да, те, кто выкладывает такие видео в Инстаграм, они опечалены. Пригрело солнышко, стало тепло, очень хорошо. Вообще японская осень, японская зима — это одно из того, что я люблю в Японии, потому что тепло и, в принципе, не нужно покупать теплую одежду. Если только если вы не живете на Хоккайдо или там Акита, Аомори, где уже снега, все завалено. Я сам не любитель зимы, поэтому мне в Токио намного комфортнее. Но немало, кстати, русскоязычных, русских, которые хотят жить именно на Хоккайдо, потому что там по атмосфере можно сказать так, что да, близко к России. Там холодно, там лыжи, санки и все прочее, прочее, прочее. Интересные птички, кстати. Я понимаю, что это не утки, но клюв какой, да, вот. У нас рыбу ищут, что ли. Интересно движется, конечно. Ну, а вдали уточки.
Если заметили, то большое количество лавочек, скамеек, что тоже не может не радовать. И, кстати, да, к моменту о мусорных баках их здесь практически нет. Впереди будет, ну а тут вот нету. Кстати, видите, здесь написаны правила поведения в парке. Бай-бай, да, то есть торговля запрещена. Нельзя кормить птиц, разводить огонь. Канразу. Это получается собак канраз обязательно должна быть на поводке, извините, да. Японский мешает с русским. Вечером до 11, до 5 вечера получается, да, то есть. Потом нельзя топтать цветочки, нельзя ездить на мотоцикле и на скейтборде. И дрон, кстати, да, видите, здесь тоже дрон запрещен. Кому-то печалька. Вообще дрон, конечно, в Японии купить можно, использовать можно, но в тех местах, где запрещено, лучше его не запускать, да. А там, где не запрещено, можно. То есть, где не написано, что дрон запрещен, можно спокойно использовать. Недавно я вот видел у одного блогера, кстати, на Фейсбуке, что говорит, везде по Японии дроны запрещены, и ни в коем случае его пускать нельзя. Это на самом деле не так. Если ничего не написано, то вы спокойно можете. Дорогие друзья, товарищи и други, если заметили большое количество собак, на самом деле сейчас в Японии больше, чем детей. Это только кошки и собаки. Причем сейчас кошки и собаки выровнялись поровну почти. Хотя раньше больше было кошек, чем собак. И еще один неприятный момент это то, что в последнее время японцы часто выбрасывают своих домашних животных на улицу. Большое количество бездомных кошек и собак сейчас. Это реально бич, да, Японии современной. Конечно, с моей стороны, я не очень жаль, что так делать, потому что я бы никогда не смог выкинуть, да, своего питомца на улицу. Но тут видите, как получается, зачастую щенок красивый, милый, становится большая собака, уже не милая, и выкидывает на улицу. Также, в принципе, наверное, с кошками, потому что становится крупной, наверное, ухаживать становится влом, наверное, лень, и в результате отправляют ее на улицу. Перед вами, кстати, вот на скамейке сидят. Это homeless по-японски, либо бродяги, бомжи по-русски. Не только на Уэна, но и в других местах их всегда полно, особенно, наверное, тех, кто спит возле станции. Еще одна, да, так, неприятная сторона Японии. Многие говорят о том, что в Японии все хорошо и здорово, и бродяг, например, нет, бомжей нет. Они есть, были и, к сожалению, будут. Не мне их осуждать, каждый живет своей жизнью. Но факт фактом, что их в Японии довольно-таки много. Ну что, ребят, прошли мы кружочек такой неплохой, да? Вокруг этого пруда, озера, пруд-озера. Тем, кто будет писать, что вот народу мало, иди туда, где много народу,
Я почему не хожу, скажу вам сразу, потому что, несмотря на то, что в Японии сейчас довольно-таки хорошая динамика по заражению, всего лишь 20 человек, вчера по Токио было 21, риски есть, и особенно риск для тех, кто уже укололся 2 раза, каким я, в принципе, тоже являюсь, и вообще правительство Японии не рекомендует особо, да, гулять там-сям, чтобы не подхватить вирус. Собачки. Реально, собачек очень много. Ну, кстати, написано все по-английски. Я по-английски не бум-бум, поэтому оставляю все вам. Кто хочет, тот почитает. Ну что, ребят, перед нами впереди, вверху есть храм, давайте в храм сходим. Покажу вам классический японский храм. Милая собачка такая маленькая. О, кстати, на заднем фоне, да, администрация парка сообщает, что из-за короны ограничивает количество посетителей. Если не ошибаюсь, в последнее время было до 5000 в сутки. Это для кинотеатров, для парка развлечений. Сейчас, возможно, 10 тысяч, не знаю, точно не скажу. То есть, в принципе, если 5000, то, наверное, по идее, такое количество продается каждый день билетов. Но покупается опять-таки через интернет и раскупается довольно-таки быстро. Уэна Тошуги Шрайн.
Ну вот у нас и храм. Кстати, отсюда хороший вид, да. Интересно, да, дерево в виде круга? Кстати, видите, написано Савари Массен. Не трогайте. Перед вами место, где нужно мыть руки перед посещением храма, если вы будете молиться. Желательно помыть. Кстати, вон, видите, сзади на английском. А, нет, на японском только нарисовано как. Хлопцы, девчата, ну что, понравилось вам или нет, пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Если понравилось данное видео, ставьте лайки, оставьте комментарии, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Я постараюсь, если будет у меня время, съездить еще в более оживленные районы, это Сибуя, Хараджуку. И вообще в планах у меня поход, скажем так, поездка, да, на Фудзисан, забраться на Фудзисан в следующем году. Об этом, конечно, я видео постараюсь снять, потому что подобные видео, например, у других блогеров я особо-то и не видел. На сегодня все. Я желаю вам удачи. Не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.